Александр Македонский – фигура легендарная. К сожалению, многие судят о нем по известному фильму «Александр» Оливера Стоуна. Это не совсем правильно. Кое-что из него можно подчерпнуть, но лучше читать книги и знакомиться с историческими источниками. Александр в 32 года владел половиной мира, но в 33 его уже не стало. Попробуем разобраться, что стало причиной ухода из жизни этого полководца и где же теперь его гробница. Как вы догадываетесь, есть несколько версий. В 323 году до нашей эры халдеи, такие племена, предупреждали Александра о том, что не нужно идти в Вавилон, но Македонский не послушал их. И зря. Причины ухода из жизни полководца и правителя историками назывались такие: болезнь, отравление, выгорание, усталость от походов, царь просто загнал себя, не успевая восстанавливаться, увлечение алкоголем, женщинами и мужчинами. Карлос Муссо в своем творении, посвященном Александру, ссылается на исследования ученых-медиков из университета в Мэриленде, США. В 1998 году появился доклад, в котором говорится, что в 323 году до нашей эры в Вавилоне свирепствовали тиф и малярия. Вероятно, из-за какой-то из указанных болезней Александра не стало. Макиавелли в книге «Государь» писал, что Македонского погубила его собственная армия. Древнегреческий историк Диодор, Марк Юниан Юстин и некоторые другие авторы излагали версию об отравлении, указывая, что Александр занемог, когда выпил большую чашу вина. Есть и версии, которые отклоняются от традиционных. Например, пишут, что у Александра были с рождения проблемы с позвоночником, а долгие походы усугубляли ситуацию. Проблема в том, что любую из теорий, с точки зрения логики, можно рассматривать в качестве верной. Александр мог заболеть чем угодно, у него могли быть врожденные заболевания. 323 год до нашей эры. О какой медицине может идти речь? Правителя могли и отравить, потому что, во-первых, врагов у него хватало, во-вторых, многие хотели занять место Александра. Не в гробнице, конечно же, а на троне. Есть свидетельство, что Македонский увлекался спиртным и ел грубую пищу. Все это его здоровее не делало. Наконец, царь мог просто упасть. Так что на всякий случай много не работайте, чтобы не было неприятных последствий. Ни одну из версий нельзя назвать стопроцентной, потому что до сих пор не могут найти гробницу Александра Македонского. Александр хотел быть похоронен в Египте, а пал он в Вавилоне. Правителя положили в золотой гроб, надели на него корону. Правда, поначалу ближние царя так увлеклись дележкой власти, что про усопшего забыли. Спохватились позже. Тело, помимо помещения в золотой гроб, было еще и забальзамировано. Сподвижник Александра Пердика пытался увезти тело друга в Александрию, но ему это не удалось. Птолемей, которого подозревают в отравлении Александра, перехватил колесницу с гробом в Дамаске и увез тело правителя в египетский Мемфис. Там оно несколько лет находилось. Плутарх писал, что потом Птолемей перевез гроб с Македонским в Александрию. Гробница стала местом паломничества. Заглядывали даже Цезарь и Октавиан Август. Рассказывают, что встречался с Александром Калигула, который забрал себе нагрудник Македонского и носил его. Закончилось все распоряжением Септилия Севера, приказавшего замуровать гробницу, чтоб не шастали. И с тех пор ее не могут найти. Киевский архимандрит Константин в XIX веке еще вспоминал, что до XV века всем было хорошо известно, где покоится Александр. Якобы некий грек-переводчик Скилицис даже спускался в нее случайно на бреде. Это было в 1850 году. А в XX веке могилу Александра уже начали искать целенаправленно, с разрешения египетских властей. Интересно, что этих самых разрешений было аж 140 штук. Но ни одна экспедиция не увенчалась успехом. Уверенно можно говорить только об одном. Гробница Александра Македонского находится где-то на земле. Вероятно, в Африке, возможно, на территории современного Египта. Но это не точно. Кстати, в ходе 140 раскопок было найдено много интересного, в том числе с десяток всяких разных гробниц. Некоторые из них считаются построенными для Александра, но, вероятно, там его никогда не было. В других, возможно, тело царя находилось какое-то время, но не очень долгое.
Главный вывод заключается в том, что мы, обладая передовой технологией, большими знаниями в медицине и тому подобном, достоверно не можем сказать, где находится то, что осталось от тела Александра Македонского, где его золотой гроб. Мы почти ничего не можем использовать из имеющегося арсенала. Нам остается только изучать труды древних историков, сопоставлять факты и делать какие-то выводы, употребляя слова «возможно», «вероятно», «предположительно». Так что научно-технический прогресс не такая уж великая штука, раз она не может рассказать нам про то, что происходило в древности. Или мы пока стоим на такой ступени развития, которая не позволяет осуществить всего задуманного в исторической сфере. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.